Слав, расскажи, пожалуйста, свое мнение о кулачных боях, которые повсюду стают возникать как грибы. Ну, грибы, конечно, возникают гораздо больше, особенно осенью в лесу. Да, действительно, это в последнее время достаточно популярная тема. И аудитории, опять же, это нравится, интересно, потому что здесь больше травматизм, больше ожесточенность, более кровавое зрелище, так скажем. Как, ну, наверное, во все времена хлеба и зрелища — это самое главное для аудитории. В свою очередь могу сказать, что я принимал один раз участие. Как судья или как участник? Как судья. Нет, ну, как участник я бы не решился, честно скажу. Это правда? В смысле, это правда, что я бы не решился? Или правда, что я принимал Было такое, участие? что еще до судейства ты, когда выступал, тоже дрался на голых кулаках, без перчаток, без накладок? Нет, ну я не спорю. Да, Это не была одно такая и то же? история, и это был тогда полноконтактный панкратион, это был 2001 год. 2001 год, чемпионат мира в Москве. Но надо тогда отдать должное, немножко другая ситуация. Мне на тот момент было... А сколько мне было, собственно, я 75-го года. Я был гораздо моложе. Я был более, наверное, подвижный, более взрывной на какие-то мероприятия. Сейчас мне 46 лет. И выйти в 46 лет, помахать кулаками, получить какие-то глобальные рассечения, переломы носа, мне что-то не очень хочется. Участвуя во всем этом, понимая, что и как там происходит. Плюс с годами я честно могу сказать, что я более ценнее стал относиться к здоровью. К своему? И не только или оппонентов? к окружающих спортсменов, но и к своему тоже. То есть одно дело, когда где-то выйдет вопрос жизни и смерти, ну, так скажем, все... Перед фактом поставить. Перед Либо фактом, ты, либо ты, либо встанут, тебя. да. Тогда один вопрос. И другое дело выйти с коммерческой точки зрения или для какой-то своей популяризации. Для этого, наверное, быть более молодым, более, так скажем, человеком, который готов рискнуть всем, что Там есть. риски небольшие, насколько понимаю, цифры я не буду говорить, не сведущ, но нету огромных контрактов и гонораров, из-за которых Да, потом... но есть большой риск по здоровью. Да. Я, честно говоря, работал по судейству, и, ну, я с уважением отношусь к этим ребятам, которые выходят. Но вот я реально реферил бой, и у меня на первой секунде один взмах кулака, и у второго бойца рассечено чуть ли не 10-15 сантиметров, как будто сабли по лицу прошли. Вот реально. И она такая крупная, огромная, но он не сдается, он все равно хочет сражаться, он хочет продолжать схватку. Ну, вот. И я видел много нарезок, много роликов, много фотографий после. Ну, там действительно кровавые лица, разбитые лица, рассеченные губы, разбитые носы, Остановка рефери в таком глаза. случае, когда уйдет история о нокауте, и кровь не считается предметом для остановки? Все зависит от рассечения. Если кровотечение очень сильно и мешает прохождению поединка, то тогда, конечно, схватка будет остановлена. Ну и вывод, раз это было 20 лет назад, значит, опять история повторяется с голыми кулаками? Или это что-то другое? Тогда можно сказать и более по-философски, что все в истории проходит по виткам, и все возвращается. Когда-то и в древнем, не знаю, Египте, в древней Греции дрались на голых кулаках. А в первобытном строе, наверное, вообще творилось все чудеса. Были Там диалоги, только диалоги. Диалоги с рукоприкладством. Это было завсегда-то история. Ну и как история с кулаками всей этой профессиональной лиги, насколько понимаю, чуть больше 100 лет. Ну опять же, если мы Запрет берем в Англии, древние какие-то бои, собственно говоря, и классический бокс в прошлом веке, он тоже изначально стартовал на голых кулаках, только потом появились перчатки. И стали думать о здоровье. Правила, да. О Ну, здоровье. наверное, да.